Я всех приветствую, друзья, это канал Веселый Инженер, меня зовут Андрей. В этом выпуске я, как и обещал, начинаю серию выпусков про новое технологическое оборудование. Что я подразумеваю под новым? Это не то, что оно новенькое из коробочки, да, и все, и поэтому оно классное. Это уникальные станки, которые являются специальными для определенных деталей, имеют определенный набор технологических инноваций, о которых мы поговорим. Сначала мы рассмотрим чертеж деталей, которые на них обрабатываются, потом рассмотрим саму технологию уже в жизни, да, как происходит металлообработка пооперационно, обсудим. Я думаю, что будет интересно, и вы сможете мне задать все вопросы, которые вас интересуют, в комментариях. А перед тем, как мы начнем, хочу выразить большую благодарность компании Евростанком. Именно Евростанком является поставщиком данного оборудования на рынках Беларуси, также России и СНГ. И вообще Евростанком — это комплексный инженеринг, поставка оборудования, шеф-монтаж, запуск, подбор технологической оснастки и режущего инструмента. От вас только чертеж, от них профессиональное оборудование и помощь в его внедрении в ваше производство. Компания Евростанком, все ссылочки будут сразу же под этим видео в описании. А мы начинаем. Итак, друзья, вот мы перешли непосредственно к самой детали, да, то есть которая обрабатывается на данном обрабатывающем центре МКО, да. Есть здесь ряд таких особенностей, которые вы потом увидите в видеоролике, да, но которые я в принципе называю нетехнологичные поверхности. Нетехнологичные поверхности, давайте разберемся. Здесь в принципе самое, что сразу бросается в глаза, да, и что стоит непосредственно, как говорится, отметить. Вот смотрите, к примеру, вот эти маслоканалы, да, как вы видите, они под определенным углом находятся. И если вы хотите данную деталь, так сказать, обрабатывать на каком-то универсальном оборудовании, то вам потребуется очень много приспособлений и станков, потому что в принципе, имея даже, как мы здесь видим, в данном случае, видите, много отверстий, это уже влечет за собой использование агрегатных станков, либо это через накладушку делается на радиально-сверлильном станке, что тоже достаточно трудоемкая операция. Также мы видим, что здесь есть ряд поверхностей, которые требуют токарную обработку. Естественно, есть спецрезцы, то есть это идет какие-то канавочные резцы специальные, да. Что еще осложняет изготовление данной детали? Осложняет то, что у нас помимо токарной, сверлильной, а также специальной сверлильной операции, да, присутствуют отверстие в торце, да, то есть видите, отверстие, достаточно такое отверстие не такой интересной формы, да, то есть несколько инструментов используется для изготовления данного отверстия, плюс в нем есть резьба в этом отверстии. Это отверстие располагается, как видите, на ровной площадке, что также требует фрезерования. Вы представьте, сколько операций. Это надо точить, сверлить, фрезеровать, нарезать резьбу. И все это делается на станках специальной группы. Видите, отверстий много, маслоканалов с разных сторон. Плюс точность детали достаточно высокая, да? И имеются определенные параметры шероховатости, и все это надо соблюдать. Есть определенные технические требования, что тоже надо иметь в виду. Различные биения, которые придется соблюдать так или иначе. Ранее эта деталька, она изготавливалась на универсальном оборудовании. Это был целая линия, целый парк станков, который компании МКО совместно с Евростанкомом пришлось эту тяжелую задачу решать, и она была решена наилучшим образом. Был сделан обрабатывающий центр с автоматической загрузкой деталей, на которой, в принципе, особо париться не надо. Ставь детали, ставь инструмент, все оснащено, как говорят у нас в народе, под ключ. И мы сейчас с вами вместе посмотрим, как такую сложную деталь можно сделать на обычном двухшпиндельном обрабатывающем центре. Ну, конечно, он не совсем обычный, это достаточно интересное оборудование, и вы прямо сейчас в этом убедитесь. Я буду немножко притормаживать видео, и мы будем анализировать то, что происходит, в принципе, на экране. Наслаждайтесь. Поехали.
Итак, друзья, вот мы перешли непосредственно к самому видео, да, тут такая будет коротенькая аннотация по данному оборудованию, то есть мы можем посмотреть, как работают все узлы, для чего они предназначены, какой вот режущий инструмент, ну, в частности, что здесь полная обработка деталей, токарно-фрезерная обрабатывающем центре ЩПУ компании МКО, применяемый инструмент Sandvik Aramant, это, в принципе, на сегодняшний момент достаточно хорошая компания, которая отлично себя зарекомендовала на рынке режущего инструмента. Весь инструмент, естественно, подбирался Евростанком. В процессе реализации проекта был выполнен подбор зажимной оснастки вспомогательного инструмента, режущего инструмента, спроектирована программа обработки и произведена приемочная партия деталей, то есть сдано все заказчику, получено по всем поверхностям отличное качество и, что немаловажно, получилась великолепная производительность. А производительность данного оборудования действительно достойна внимания. Как вы видите, данное оборудование, да, закупалось под выпуск деталей 65 тысяч штук в год. По старой технологии, что примечательно, да, деталька вот эта обрабатывалась по всем операциям 45 минут. То есть от отливки до готовой детали 45 минут требовалось, чтобы она прошла по всем операциям технологической обработки. Естественно, был большой парк станков, который заменил один, ребята, станок. И это очень-очень круто, да? То есть 5 минут 45 секунд на выходе получилось, то есть от начала обработки до финиша. Давайте посмотрим, что происходит непосредственно у нас на станке. Вот чертежи демонстрируются, отливка, готовая деталь, да, потом вторая деталька, не похоже, видите, то, что мы с вами рассматривали, тоже отливка идет, и уже готовая деталь после данного обрабатывающего центра. Вот так он выглядит, да, такое неплохое, да, компоновочка. Вот обратите внимание, такие вот палеты, на которых устанавливается отливка, а с определенно, видите, по этим вот приливам она базируется, ну, как бы, чтобы иметь определенное расположение в пространстве. Для чего это нужно? Для того, что подходит механизм захвата. Как вы видите, вот такой вот трехкулачковый механизм захвата, имеются упоры, да, чтобы определенная была тоже опора, потом по наружному диаметру зажимает. Этот захват, в принципе, он двойной. Для чего он делается двойной? Смотрите, берется деталь, да, то есть здесь позволяет мало того, что производить перехват детали, да, также брать годную деталь, сюда ставить заготовку и уже уходить, то есть выставлять детальку, которая у нас годная, на конвейер, а в контршпиндель перекидывать деталь для последующей обработки. Как вы видите, два шпинделя одновременно работают, два шпинделя активны. Что примечательно, что вот это вот наша головка, которая имеется, да, она перемещается. Вот смотрите, значит, в данный момент происходит фрезерование, да, плоскости. Потом сверление этого отверстия, да, потом происходит точение с помощью вот этой вот нижней револьверной головы, да, в этот момент здесь происходит сверление, видите, вот этих отверстий, которые мы с вами смотрели, типа маслоканала, так называемые, да, их сверлит тут тоже головка вот эта сверлильно-фрезерная. Так, сделали канал, здесь сделали второй, то есть повернули определенную координату, да. Обрабатывается также отверстие с помощью, видите, она может работать как горизонтально, так и вертикально, также под углом, да, плюс это набор инструментов револьверной головки, которая у нас снизу, так сказать, работает. И все это позволяет производить токарную, сверлильную обработку, обработку резьбы, изготовления в отверстиях и так далее. Смотрите, режущий инструмент. Что здесь очень хорошо в данном оборудовании, что режущий инструмент имеет очень быструю смену. Меняется практически моментально. Я видел это, как происходит вживую, поэтому могу смело вам это сказать. Еще немаловажный вопрос. Смотрите. Вот так происходит выгрузка детали, вот уже готовая деталь, вот едут заготовки, здесь вот уже аккумулируются детали, и, допустим, когда уже деталь сняли, человек производит определенный контроль по всем параметрам, которые нас в данный момент интересуют. Для смены инструмента существует, видите, такой лючок. Человек просто открывает, это находится возле рабочей зоны, этот лючок. Он его открывает и имеет возможность замены инструмента. Обратите внимание, как быстро и просто он снимается. Раз, сняли, то есть моментально происходит практически. Также, вот видите, оснащено специальным приспособлением, которое позволяет производить контроль режущего инструмента по кромкам, по износу и так далее.
Когда вы провели контроль, вы можете режущий инструмент, либо это новый, либо переточенный, вставить обратно в магазин инструментальный и продолжить спокойно механическую обработку, то есть не куда-то залезая в зону резания и так далее, то есть меняется все, видите, в таком специальном лючке. И это, кстати, очень-очень удобно. Смотрите, как быстро. Раз, поставил, раз, все. Пошел процесс обработки. В принципе, вот такой вот станочек компании МКО. Пишите в комментариях, вам вообще понравилось это оборудование. Не забывайте ставить лайки. Знайте, что дальше будет только интересно. Мы серию только запускаем новых станков. Также будем рассматривать чертежи, новое оборудование. И это уже будет буквально через несколько дней. Поэтому не забывай подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока-пока.